Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Я сегодня хочу вам предложить связать вот такую очень красивую японскую блузочку и с описанием до 54 размера. Главная особенность данной модели – это центральный ажурный узор таким выразительным цветочным мотивом в окружении лицевой глади. Сейчас я приближу, покажу вам этот узор. Посмотрите, довольно интересно смотрится. Здесь идет обвязка кружевная по низу изделия, по рукавам и по вырезу горловины. Вот. Мне очень понравился вот этот все-таки мотив центральный. Очень интересный, так скажем, дизайн. Скомпоновано, все так как-то гармонично, как-то так, вы знаете, приятно ласкает глаз. Вот, то есть такой, знаете, какой-то романтичность какая-то присутствует в этой модели, да, особенно вот эта вот очень актуальна кружевная отделка. В общем-то, нарядная кофточка получается, нарядная, ажурная и несложная. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. В сегодняшнем мастер-классе мы с вами начнем с выбора пряжи. Мы определимся с пряжей, затем свяжем образец узора, рассчитаем плотность вязания, и затем мои будут объяснения по поводу того, сколько петель набираем. В общем, все мы с вами полностью инструкции по вязанию будем составлять. Размеры будут присутствовать сегодня 46-48, 50-52 и 54 размер. 3/4 рукав, классическая выкройка, классический крой, да, то есть я думаю, что мы много на канале таких моделей рассматривали, и не вызовет у вас затруднения и эту модель связать тоже. Особенно моим постоянным подписчикам, которые уже не одну модель связали по моим мастер-классам. Я думаю, и эта моделька будет не лишней в вашем гардеробе, мои хорошие. Итак, начинаем с выбора пряжи. Смотрим. Для вязания этого красивого ажурного мотива я рекомендую вам пряжу Газал Джинс. 50 грамм у нас 170 метров. Турецкая пряжа. Хорошие скруточки. Спицы будем использовать 3,5. Вот так выглядит. Значит, здесь у нас 3 узора. Да, первый узор это вот так выглядит. Второй узор вот такие дорожки ажурненькие, да. И третий узор, вот наш рапортик такой интересный. Я 2 раппорта связала. Мы будем их изучать. Смотрите, вот у этих узор 1, узор 2 свой раппорт. То есть он не зависит от, не приклеивается, никак не привязывается к нашему вот этому центральному массивному мотиву. Смотрите, здесь не ошибка вот в этом месте. Здесь я просто должна была вам, девочки, показать с первого ряда. Да? То есть раппорты узоры не согласуются. По схеме нужно отдельно вязать вот эти раппорты, вот эти ажурные, 4 ряда высота раппорта у обоих узоров, у первого и второго. И 18 рядов у нас вот у этого центрального раппорта. Сейчас посмотрим с вами схемы этих узоров. И далее более подробно будем делать разбор модели. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Мы в сегодняшнем с вами мастер-классе свяжем вот этот центральный мотив и вот эти вот сопутствующие ажурные дорожки,
с обеих сторон, которые присутствуют. Значит, здесь я сейчас вам поясню. Здесь нужно пояснение. Итак, вот этот ажурный центральный мотив составляет 31 петлю в ширину и, девочки, 18 рядов в высоту раппорт. Мы будем его вязать. Вот рядом справа и слева ажурной дорожки, узелки, так скажем, в японском вязании их называют, составляет раппорт узора 5 петель в ширину, то есть идет изнаночная, вот этот узелок и еще одна изнаночная. 5 петель в ширину и 4 ряда в высоту. И на 7 петлях еще у нас идет ажурная дорожка, тоже 4 ряда в высоту составляет. Вот. И вот все эти 3 узора мы с вами будем вязать. И я их условно называю узор 1, узор 2, и центральный мотив на 31 петельке вяжется, это узор 3. И также мы с вами будем, в общем-то, с вами вязать, и я буду тоже это проговаривать. Узор 1, узор 2. Девочки, сделайте, пожалуйста, скрин экрана, чтобы вам было понятно, как располагается друг за другом последовательность. Вот этот вот полностью ажурный мотив составляет 65 петель в ширину, да, и получается 18 рядов в высоту. Потом идет повтор друг за другом. Узор среднего уровня как бы сложности, я бы так сказала, не слишком сложный. Вяжем мы только лицевые ряды по схеме. Изнаночные ряды мы вяжем, как смотрят петли, и это очень облегчает вязание. Мне часто задают вопросы, можно ли вязать тот или иной узор не поворотными рядами, а круговым вязанием. Конечно, девочки, любой узор можно вязать круговыми рядами. Я предлагаю выкройку не родную от данной модели, там приталенная она идет, поскольку мы рассматриваем с вами размеры отнюдь не способствующие, ну, как бы вот этому вылавливанию талии, да. То есть здесь будет просто прямой крой, классический вариант. Вырез горловины, я уже говорила, будет зависеть от ваших хотений. Вот у меня предлагается 5,5 глубиной по переду, но вы можете и 10 сантиметров сделать, 10, 8 сантиметров. То есть это на ваше желание, девочки. У меня будет составлено описание на несколько размеров, которые я выложу под видео, да? И там будет вот именно вот эта высота 5,5. Но никто не мешает вам сделать так, как вы считаете нужным, да? То есть, в принципе, это такой параметр, так же, как и длина изделия, который составляется индивидуально по вашему желанию и по вашим меркам, я бы даже так сказала. Более детально мы рассмотрим во второй части видео вот это все наше моделирование, да, то есть сколько петель набрать на тот или иной размер, как расположить узоры и так далее. Все это будет, но чуть позже, после того, как свяжем образец и определим плотность. Я расскажу, зачем мы еще и вертикальную плотность применяем и почему ее нельзя игнорировать, мои хорошие. Дело в том, что после стирки изделие вытягивается, и ту длину, которую вы запланировали, она может значительно увеличиться. Поэтому, чтобы избежать вот этого вот неприятного инцидента, я так сказала, надо правильно вязать, то есть применять правильную технологию вязания и плотность по горизонтали учитывать, и по вертикали. Пожалуйста, не игнорируйте. Рукав. У нас есть рукав, вот так он выглядит, его выкройка вот такая. Это 3/4 рукав, и, в общем-то, здесь тоже, я думаю, что вам нужно ставить свои какие-то мерки. У меня всегда присутствует описание в моем мастер-классе, почти всегда. Иногда я на самые простые модели не составляю описание. Но вот здесь у нас все есть. Размер российский 46, 48, 50, 52, 54. Размер, плотность вязания мы определяем в процессе. И, в общем-то,
Вот это все описание будет выложено под видео, почитайте. Здесь идет полная последовательность действий, очень удобно вязать, иметь такое описание под рукой. Хотите, распечатайте, хотите, смотрите на канале конкретно, прям нажимайте на треугольничек перевернутый под видео, и открывается вот эта вкладочка. Как я уже сказала, перед у нас и спинка одинаково вяжется, единственное, только у нас глубина выреза горловины разная. По переду она всегда выше, больше, и, в общем-то, вот эту величину 5,5 сантиметров, которую я заложила, ее легко изменить и сделать ее более глубокой. Все, мои хорошие, рукава, обвязка. Я не показала вам схему обвязки крючком. Смотрите, вот такая вот схема обвязки крючком, которую нам рекомендует японский дизайнер этой модельки. Вот у нас, значит, это низ изделия обвязывается. После того, как мы все сошьем, полностью будет у нас собрано изделие, и идет весь низ, планочка вот такая красивая, декоративная. Вяжется крючочком. Крючочек, если мы вяжем спицами 3,5, надо взять на 3, я думаю. Вот это вот верхняя часть схемы. Это обвязка крючком низу рукавчиков и выреза горловины. Если вы не умеете вязать крючком, вам в помощь может прийти обвязка спицами. Любую декоративную возьмите какую-нибудь обвязочку, найдите в каких-нибудь журналах какую-нибудь схемочку красивую, или в книгах Хитоми Шида, например, очень много вариантов обвязки, да, вот, и там, в общем-то, включите воображение и несложную какую-нибудь обвязочку сделайте самостоятельно спицами. Ну, а кто умеет крючочком, пожалуйста, в общем-то, несложная обвязка и красивая довольно, да. Итак, давайте приступим с вами к вязанию образца. Итак, у нас с вами вот такая схема будет участвовать сегодня в нашем вязании. И я хотела бы немножечко пояснить. Здесь будет использоваться 3 узорчика. 2, я бы так назвала, вспомогательные. Первый мотив на 7 петлях, вот он выделен. Второй мотив на 5 петлях. И третий мотив, самый большой, широкий, основной, по центру, 31 петля у нас в ширину. Высоту раппорты у них тоже все разные. Вот. Значит, 4 ряда первые 2 раппорта занимают высоту. И самый большой центральный мотив это будет 18 рядов. И затем повтор идет раппорта. Для вязания образца будем вязать все узоры с вами. Для вязания образца я набрала 45 петель. Итак, будем так говорить, чтобы нам было легко друг друга понимать. Первый вяжем узор, вот как они здесь на схеме, на 7 петлях. Второй узор на 5 петлях. И третий узор на 31 петле. Да? То есть я так и буду говорить. Вяжем первый узор 1, вяжем второй узор 2 и вяжем третий узор 3. Да? Все понятно. Мы поняли друг друга. И начинаем вязать первый ряд первого узора. Показываем. Накид. Так, нет, первый идет лицевая, затем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, теперь 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали первый ряд первого узора. Вяжем второй узор. Изнаночная. И смотрите, вот эти 3 петли. Сейчас я буду делать узелок. По японскому вязанию 3-я вот эта петля, 3-я, накидывается на первые 2. Вот так. И спускается, видите? И из этих 2 вывязывается лицевая, накид, лицевая. Вот такой узелок мы с вами сделали. То есть из 3 связали 3. И далее идет еще изнаночная.
Итак, второй узор связали. Теперь вяжем первый ряд третьего узора. 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Для этого я вяжу бабушкины петли. Если вы вяжете классические петли, то вам это удобно сделать, да? Вот так вот вы сделаете это все и провяжете. А я вяжу классические петли за заднюю стенку, поэтому я меняю первые 2 петли у меня за работой, третью я накидываю поверх них, вот так, и вяжу 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Затем вяжем 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вяжите, как привыкли это делать, элемент вязать. Накид. По центру у нас идет лицевая петля. Снова накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые. Снова накид. Лицевая. Накид. 2 лицевые. И 3 вместе лицевой с наклоном влево. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная, изнаночная. Связали все ряды изнаночные, то есть 2, 4, 6, то есть все четные ряды, которые у нас являются изнаночными, мы вяжем, как смотрят петли. Накиды провязываем изнаночными петельками. Вяжем самостоятельно, я показывать изнаночные ряды не буду. Третий ряд. Узор номер 1 вяжем. 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Я меняю 1 и 2 петельки местами, так, чтобы у меня вторая оказалась поверх первой. И вяжу 3 вместе одной лицевой. Делаю накид, 2 лицевые. Связали третий ряд узора 1. Теперь вяжем узор 2. Изнаночная, 3 лицевые, изнаночная. И теперь вяжем узор 3. 3 лицевые, 1, 2, 3. 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Меняю первые 2 за работой, третья поверх них накидывается. Вяжу 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Затем 3 лицевые, 1, 2, 3. Накид, лицевая, накид. Опять 2 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид. Лицевая, накид, лицевая. Теперь 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые, накид, лицевая, накид. 3 лицевые, 1, 2, 3. 3 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые, 1, 2, 3. Связали третий узор третьего ряда, да? И кромочная, изнаночная. Четвертый ряд вяжем, как смотрят петли. И смотрите, я уже связала самостоятельно первый ряд, опять этих узоров. Больше я их показывать не буду, смысла нет, да? Потому что вы просто повторяете с первого ряда, с 1 по 4. Вот эти 2 узора. Я буду теперь показывать ряды только третьего нашего узора, основного, самого широкого мотива на 31 петельке. И вот я вам показываю 5 ряд нашего мотива широкого. Третий узор. У нас условно он называется. Вяжем лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Накид, лицевая, накид,
2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, снова 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4 и 3 вместе лицевой с наклоном влево. Связали лицевая, связали 5-й ряд узора 3, кромочная, изнаночная. 4-й ряд вяжем, все петли у нас вяжутся, как смотрят они у нас. 7-й у нас с вами ряд вяжем наш 3-й узор. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид по центру, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 1, 2, накид, лицевая, накид, 3 лицевой с наклоном влево. И остались 4 лицевые. Вяжем 1, 2, 3, 4. Кромочной вяжем изнаночной петлей. Восьмой ряд у нас изнаночный, и вяжем, как смотрят петли. Так, первые 2 узорчика связали, да, по рисунку, по схеме, и вяжем 9-й ряд 3-го узора. Смотрите, начинаем 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Я вяжу это следующим образом. Я уже показывала первую петлю, я за работой оставляю, вторую поверх нее накидываю и вяжу 3 вместе одной лицевой петлей. Затем опять 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Делаем накид и вяжем 3 лицевые, 1, 2, 3. Снова накид, лицевая, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 1, 2. Кромочно вяжем изнаночной. 10-й ряд у нас все петли вяжем, как смотрят они на нас. 11-й ряд у нас с вами наш 3-й узор центральный. Вяжем 3 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, лицевая, накид, 2 лицевые и 3 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочной вяжем изнаночной.
12 ряд мы вяжем, как смотрят петли. Третий узор, 13 ряд. Вяжем 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Делаем накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Меняю первую, вторую петельки местами. Вторая поверх первой. Вяжу 3 вместе одной лицевой. Далее вяжем 2 лицевые, накид и снова 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Кромочная, изнаночная. Связали. 14 ряд мы будем вязать, как смотрят петельки. 15 у нас с вами ряд. Вяжем третий узор. 9 лицевых. Начинаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Делаем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 2 лицевые, накид, лицевая и 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Меняю первые, вторые петельки местами, вяжу 3 вместе лицевой. Опять идет лицевая, накид, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Кромочная, изнаночная. 16 ряд вяжем, как смотрят петли. Итак, у нас 17 ряд третьего узора. Вяжем 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. Мы уже это делали, помните, да? Меняем первые 2 за работой, третья поверх накидывается и вяжем 3 вместе одной лицевой. Затем лицевая, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, накид и по центру 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Первые, вторые меняю петельки местами, вторая поверх первой накидывается. Вяжем 3 вместе одной лицевой петлей. Делаем накид, 2 лицевые, 1, 2, снова накид, лицевая, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево и оставшиеся 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кромочная, изнаночная вяжем. Связали. Теперь, девочки, 18 ряд вяжем, как смотрят петли. И у нас раппорт узора повторяется. Значит, третий узор с первого ряда. Ну, а вот эти крайние узоры, первый, второй, там 4 ряда раппорт. Помните, да? И повтор. 4 ряда, и 5 это как первый вяжется. Все, мои хорошие, сейчас нам сделать надо влажно-тепловую обработочку и расчет сделать плотности, чтобы дальнейшие нам с вами описание составлять. Делаем влажную тепловую обработку горячим паром. Наш образец обдаем, да, и тянем его, он влажный. Можно обжечься аккуратнее об спицу. Так, еще разочек. Края. Надо нам в краях хорошенько обработать, поскольку они у нас кромочные будут участвовать в расчете.
такая вот красота получается у нас. И мы ее оставляем в расправленном вот таком виде, девочки, естественно, сохнуть. Так, девочки, я измеряю ширину образца. 22 сантиметра получается. В наборе у нас участвовало 45 петель в узоре. 45 поделить на 22 сантиметра будет 2. Целое число 2. Запишем, что в 1 сантиметре 2 петли умещается. Теперь по вертикали определяем также. Мы измеряем с вами. Узор у нас, видите, здесь край не очень ровный, да, но я буду вот измерять все-таки вот там, где самый длинный край. Так, 15,5 у меня получается. Давайте его так встряхнем хорошенько, да, то есть, ну, в принципе, нормально лежит. Все тут распрямлено. Так, еще раз. Вот теперь, видите, 16. Давайте 16 возьмем. Более правильно, когда встряхнули. И у нас с вами 2 раппорта связано по 18 рядов. То есть 36 рядов мы поделим на 16 сантиметров. Получаем 2,25. Так и запишем, что в 1 сантиметре по вертикали 2,25 ряда умещается. Сейчас смотрим выкройку и с помощью вот этих волшебных цифр составляем описание на разные размеры. Девочки, вот такая у нас будет с вами классическая выкройка. Не стала я брать родную выкройку от данной модели. Посчитала, что, ну, в принципе, вот обычная классика, да, проще. Дело в том, что там была вот такая вот выкройка, да, приталенная. Я думаю, что на те размеры, которые мы рассматриваем, такая талия, ну, это на миниатюрных, да, а у нас там с вами и 54 размер, ну, думаю, это не нужно, пусть будет прямая, да, прямая классика. И рукавчик 3/4, девочки. Итак, давайте с вами пройдемся попетельно. Значит, рассматривать я буду следующие размеры: 46-48 с шириной спинки 51 сантиметр. Дальше идет 50-52 размер, с шириной спинки 57 сантиметров, и 54 размер мы рассматриваем с шириной спинки 60 сантиметров. Вот такие вот у нас размеры. И попетельно, смотрите, наши мерочки мы умножаем на нашу плотность по горизонтали. Вот в 1 сантиметре 2 петли, помните, да? То есть мы с вами берем наш 51 сантиметр первый размер и умножаем на 2. Это 102 петли. Мы будем 103 петли набирать, потому что у нас с вами узор составляет нечетное число 65 петель. Понятно, да? И все остальные размеры это тоже касается. Я умножила 57 на 2 плотность, получила 115 петель, также нечетное количество. И 60 я умножила на 2, получила 121 петлю, добавила 1 петлю для нечетности. Так, с этим мы тоже понятны. И схематично я всегда рисую, как выглядит расположение наших узоров. Смотрите, девочки, первый размер 65 петель у нас с вами будет по центру идти нашего узора по схеме. И с двух сторон лицевая гладь симметрично, ну и кромочная, соответственно. Вот здесь у меня получилось 103 петли. То есть, смотрите, из 103 это отнимаем 65 узора, отнимаем 2 кромочные, получается 36 петель. И делим на 2 по 18 петель лицевой глади с двух сторон идет. Тоже касается других размеров. Только меняется у нас с вами расположение, количество лицевой глади с двух сторон симметрично от центрального узора. Понятно, да? 25, 28 на третий размер, 54. Вот такой вот у нас с вами получается расположение узоров. Теперь я всегда не забываю
рассказывать, сколько на вырез горловины придется. Смотрите, хотите делать по фигуре сзади вырез там на 2-1 сантиметр глубиной по спинке. Хотите, не делайте по прямой. Мало что на что это повлияет. Значит, глубина по переду я сделала небольшую, 5,5. Если хотите более глубокую сделать, пожалуйста, делайте. То есть можно и 10 сантиметров сделать. Вот, то есть вот здесь вот это вот все под себя делайте. У меня в описании будет, я вам рассказываю, 5,5. Глубина небольшая, да? То есть, а вы можете сделать и 10 сантиметров, в принципе. Просто когда будете вязать перед, да, учитывайте вот эту вот высоту. От начала вязания до выреза горловины переда. Вот эта мерочка у вас будет ваша индивидуальная. Так, высота у меня проймы на наши размеры это 19, 20 и 21 сантиметр я сделала. Вот, и по вырезу горловины я набирал также. Смотрите, вырез горловины у меня 41 петля, на второй размер 43 и на третий 45 петель. Ну вот первый размер, вы понимаете, это 21 сантиметр. Вырез горловины я умножила на плотность по горизонтали 2. У меня получилось 42 петли, но нам надо, чтобы было нечетное количество. Я сделала 41 петлю, да, потому что у нас участвует нечетное количество петель в раппорте. Ну, в нашем наборном ряду. Так, все понятно, да? Обвязка у нас после того, как мы все это свяжем, по низу будет красиво крючком, красивый по схеме, я схемочку вам показала, да? Так, по вырезу горловины тоже обвязку крючком, тоже по своей схемочке, да? Теперь давайте глубина выреза проймы. Глубина проймы, что я такое говорю, спешу, составляет у меня 10 петель, видите, да? Глубина у нас 5 сантиметров составляет, я умножила на 2, это будет 10 петель на все размеры. Если нужно вам как-то подкорректировать, предположим, узкие плечики у вас, да, сделайте побольше глубину, то есть 11-12 петель, вот так вот можно. И то, что осталось, это плечи наши по 21 петля первый размер, 26 второй размер, 28 третий размер. Вот. С этим мы все разобрались. Давайте рукав посмотрю, 3/4. Смотрите, по низу рукавчика я, значит, 58 петелечек. У меня идет 60 и 62. А по верху вот на эти вот наши с вами... То есть самая широкая часть рукавчика это 36 сантиметров, 38 и 40, соответственно, по нашим размерам. И эти цифры я умножала на 2, девочки, на 2. Ну, на нашу плотность по горизонтали. И у меня получалось, да, 72 петли, потом там сколько, 76 петель и 80 петель, да? Теперь самое сложное здесь это сформировать скос. Высота скоса у нас будет составлять 27,5 сантиметров, то есть это от начала вязания до оката. И я перевела с помощью нашей вертикальной плотности, которую мы с вами определяли в 1 сантиметре 2,25 ряда, да? Я умножила эти сантиметры на эту цифру. У меня получилось 62 ряда. То есть наш с вами скос будет формироваться на высоте 62 ряда. И попетельно у меня получился следующий расклад. Значит, надо будет по каждому скосу первый размер 7 петель прибавить, второй 8 петель и на третий размер 9 петель. Как распределить их равномерно? У меня очень много видео на эту тему снято. Я сейчас вам кратко объясняю. 62 ряда я делю на нашу цифру 7, первый размер. Получается, ну, в каждом 9 ряду, девочки. Округляем. В каждом 9 ряду делается прибавка. И также, соответственно, я сделала расчеты и для других вот этих размеров. 8 петель, 9 петель. Все это будет в описании выложено под видео, пожалуйста. Читайте, там все есть. Я вам сейчас просто для примера рассказываю, поясняю, если кто-то, мало ли, может, кто-то не любит читать, да, кто-то так визуально запоминает информацию. Ссылочку, как сделать индивидуальный расчет по выкройке и плотности, я оставлю под видео, также там, где и будет описание, да.
Окат мы всегда вяжем по выкройке в натуральную величину, либо я также оставляю вам ссылочку на теоретический расчет оката. Кому это интересно почитать, почитайте. Ну и в принципе все. Больше ничего сложного нет. Спинка и перед вяжется одинаково. У нас различие только в глубине выреза горловины. У переда он всегда, конечно, более глубокий, да. Вот, рисуночек мы с вами, оба 3 рисуночка мы с вами связали. Здесь, думаю, никакой сложности у вас не возникнет, да. То есть первая схема, вторая схема, третья схема. Все понятно, я вам объясняла, когда мы вязали образец. Вот. И схемочка, как расположить эти узоры, тоже будет перед вами. Я желаю вам, мои хорошие, удачи, чтобы все у вас хорошо получилось. И до новых встреч!